Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня седьмая часть видео о моей коллекции раскрасок. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. И я в этот раз не только показываю сами раскраски, но также я их листаю, показываю, что в них раскрашено. Давайте приступим. Начну с волшебного мира Средиземья. Здесь мы раскрашиваем вместе с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Раскрашиваем мы здесь по порядку. У меня только вот это не раскрашено. Пока все никак руки не дойдут до вот этого. А вот сами иллюстрации я уже раскрашиваю по порядку. Напомню сразу, что обычно все цвета камера передает у меня нормально, но с сухой пастелью не дружит. Всегда выглядит это все более бледное. Я здесь использую карандаши Ашан, Fix Price, Мэджики, Монделузы с размытием, другие какие-нибудь карандаши. Короче, всего понемногу. Кстати, раскраску я изначально начинала сама, без Оксаны. И у меня вот с этой я начинала, а потом мы уже стали по порядку красить. Детская акварель здесь тоже присутствует. В общем, использую то, в чем есть необходимость. Тут вот, по-моему, перламутровая акварель немножко. Приятно ее уже листать. В принципе, здесь и так классные иллюстрации, но в раскрашенном виде так вообще еще интереснее листать. Я книгу не читала, фильмы не смотрела и раскрашиваю ее так, как мне хочется. Вот эту иллюстрацию я красила в Питере на даче. И вот здесь я вообще перепутала, запуталась, что где, и такой косяк образовался. Много где здесь работы для мэджиков, что очень радует. Такая вот иллюстрация. Далее. В общем, тут прям по порядку. И Дервенты, и Лире Рембрандт, полихромосы. Да все тут используется, просто вот Дервенты Color Soft, Drawing, Берлинга Металлик, BG Металлик тоже использовались. Ну, тут, конечно же, мэджики. Как видите, довольно уже так основательно я ее пораскрашивала, хотя много чего еще осталось. Ну, потому что именно одна иллюстрация в месяц. Тут уже более такое красочное, обилие цвета. Также я иногда по необходимости вот на вот этих зверюк использую масляную пастель Пинтель. Здесь она тоже присутствует. Тут вот Монделузы всегда. Здесь вот Монделузы. Здесь ашановские карандаши 50 цветов. Тут Берлинга Металлик. Вот это мне нравится. Ну тут как бы, да, с одной стороны вроде как и разворот, с другой вроде как и отдельные иллюстрации. Но мы красим вот один месяц, одна картинка. Иногда использую белые ночи акварель, ну вот здесь вот, и Виста Артиста. Сухая пастель Мунга в основном, если где-то требуется.
Одежду чаще всего я раскрашиваю карандашами, но вот здесь была какая-то запарка, и я красила акварелью с небольшой доработкой карандашами. И вот на апрель у нас вот эта иллюстрация, потому что снимаю я 15 апреля, если что. И пока я еще не приступала даже к этой иллюстрации. Так, и в конце у меня, это я когда вот ту иллюстрацию в Питере, которую я ее раскрасила, и хотелось еще что-то пораскрашивать, я принялась за эту. Ну и пока ее не закончила, ну дойдет и до нее очередь. Далее покажу вам раскраску «Рассветный час» Ханны Карлсон. Здесь у меня, ну, в принципе, довольно так это неплохо, много пораскрашено. Во-первых, вот эта иллюстрация. Здесь сухая пастель Мунга, гелевые ручки и корректор белый. Здесь тоже вот. Я, как правило, сейчас разворотами не крашу. Здесь тоже сухая пастель. В общем, те же самые материалы. Это я одну из первых иллюстраций раскрасила. Да, мышка, конечно, странненькая. Сейчас я уже даже и не пытаюсь раскрашивать шерсть. Крашу немножко по-другому. Ну, вот здесь вот был разворот, но, в принципе, он такой несложный. Потом фрутфунерами я раскрасила вот это и фон сухая пастель Мунга. Также вот эта иллюстрация. Мне здесь еще бумага нравится. Вот эта иллюстрация. Здесь фон, по-моему, гуашь. Вот еще иллюстрация, по-моему, за март. Вот. Здесь сухая пастель Мунга и на фоне ручка Сакура, которая контур. И краун. Вот еще здесь. И такой котейка. Здесь вот у меня пока не доделано. Но когда выйдет видео, уже все будет доделано. Лица я раскрашивать не люблю. Поэтому так, чисто символически. Вот еще раскрашено. Потом мы с Оксаной, по-моему, с Оксаной мы раскрашивали, я не помню. Вот это. Могу ошибаться. Либо одна, либо с Оксаной. В принципе, вот эта иллюстрация более-менее мне нравится, хотя сейчас бы я раскрасила совершенно по-другому. Вот еще. Это мне нравится. Пастельная гуашь Эрих Краузе.
Дальше такая вот девушка. В принципе, тоже нравится. Лицо здесь раскрашено, но совсем бледненько, потому что я сама не люблю яркий макияж. Мне это не нравится. И поэтому никогда не раскрашиваю ярко. Это, по-моему, первое, что я раскрасила здесь. Перламутровая акварель и луч. А возможно, потом сделаю фон, когда будет раскрашено вот это. Здесь, ну, как я и говорила, я не раскрашиваю сейчас разворотами, за редким исключением, поэтому сделала так. Но мне вообще нравится, что здесь вот только один так, переходящий листик. Ну и, в общем-то, все с этой раскраской. Далее дневные грезы. Здесь мы тоже с Оксаной красим. Тут изначально я вот этот грибок брашпенами Мазари красила, чтобы протестировать. Потом вот у меня раскрашено. Такая вот иллюстрация. Мне нравится, как получилось. В целом я довольна. Зайчик. Здесь я уже все крашу гораздо проще. В плане зверюшек. Не заморачиваюсь. Тут перламутровая акварель луч, но она под разными углами по-разному смотрится. Где-то, кажется, плешивит, где-то нет. Далее, вот, иллюстрация, она мне нравится, как вышла. Ну, такая, это попроще. Потом, вот этот разворот. Я не помню, красила я его целиком или в 2 захода. Такой вот. Это у меня, насколько я помню, брутфунеры и сухая пастель Мунга. Мне нравится. Это давно раскрашивала. Вот разворот. Это на апреле иллюстрация. Зайка. Тоже нормально. Вот эта иллюстрация мне прям очень-очень нравится. Опять же, фон чуть-чуть ярче, но вообще мне прям реально нравится. Вот это. Здесь у меня или гуашь, или акрил, и сухая пастель, карандаши, блестки. Захотелось как-то так раскрасить. Да, вот это мы точно с Оксаной красили. Здесь вот я еще блесток добавила. Луч. На фоне сухая пастель. Здесь гелевые ручки. Какие-то карандаши, уже не помню. Далее. Вот еще у меня иллюстрация. Ну, довольно-таки яркая. Фон, возможно, делала гуашью, но это не точно. Сейчас посмотрим, что тут еще. Более-менее мне нравится вот это. Только что мне не нравится, это то, что опять же камера не передает фон, что очень обидно. Такая вот девочка. Ключик у нее тут блестит. Гелевые ручки. В целом все нравится и довольно ярко.
Вот одна из недавних иллюстраций. Тут меня, в принципе, тоже все устраивает. Особенно, как оно выглядит без камеры. Лягушка. Грибочки. Ну, как видите, раскраска неплохо заполнена. Эта иллюстрация прям очень-очень нравится. Она давно раскрашена. Есть еще вот это. В принципе, вот это, ну так, средненько. Ну вот. А с этой раскраской мы закончили. Переходим к полуночный маскарад. Это мне раскраска не очень-то нравится. Вот. Ну, здесь такая вот иллюстрация. Но она мне за какие-то копейки досталась. Рублей за 60, что ли. Вот еще разворот. Здесь мы с Оксаной раскрашиваем иногда. Рожи, конечно, здесь жуткие. Вот еще один разворот сделан. С этой, по-моему, я начинала иллюстрации. Раскрашивала типа под РЖД кота. Я еще показывала, что у меня такая игрушка есть, которую я купила в поезде. Потом вот это раскрашено. В принципе, даже могу сказать, что нравится. Что-то тут еще имеется у меня. А, вот. Это я спустя некоторое время даже переделывала, доделывала. И в целом... я все-таки решила добавить по контуру белую ручку в некоторых местах. Тоже нормально. Ярко. Вообще, получается, что для этой раскраски даже она как-то заполнена неплохо, если уж с учетом того, что я даже к ней некую брезгливость испытываю. Именно к этой раскраске, хотя Ханна Карлсон как иллюстратор мне очень нравится. И вот, например, это уже «Заколдованный лес» мне очень пришлась по душе. Тут я прям, видите, по порядку начала раскрашивать, но пока еще работ здесь немного, потому что на момент съемки она уж не так-то долго у меня была. Фон гуашь гамма, а здесь берлинга металлик, кажется. Вот еще такая иллюстрация, вот это. Вот еще раскрашено. Здесь замечательные, уютные иллюстрации. Опять же, добрые, атмосферные. Можно сесть, пораскрашивать, погрузиться в этот мир. Это вообще класс. Потом, это апрельская. Я вот ее начала, пока так и не доделала. Собиралась сразу же доделать после съемки видео, но нет времени сейчас, потому что вот приходится заниматься вот этой вознёй, когда еще не понимаешь, что будет с ютубом, и приходится снимать впрок, чтобы уж точно было загружено, подписано. Вот. И одно из вот крайних, так сказать, приобретений — это магический дом. Здесь я, конечно, еще не успела что-то прям основательно пораскрашивать, но
У меня сделана вот эта иллюстрация. Она, кстати, поярче выглядит в жизни. Так, посмотрим. Это вроде как апрельская получается. Колодец. Вот очень похож на Джоанну Бесфорд. Ну, что-то мне так напомнило. Ну и пока что вроде бы все, что я здесь успела пораскрашивать, хотя желание есть просто огромное. Ну а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 рыжая 3 8. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, интересных раскрасок, хорошей канцелярии. До скорой встречи. Пока-пока.